Привет всем! Добро пожаловать на мой канал скандалов. Прежде чем я перейду к видео, не забудьте подписаться на мой канал и нажать кнопку «Мне нравится». Спасибо, и давайте перейдем к моему видео. Шок, недоумение и легкое чувство обмана – именно так сейчас можно охарактеризовать реакцию поклонников, когда стало известно, Афра Сарычоглу и Мерт Рамазан Демир, несмотря на годы слухов, романтических спекуляций, съемок и провокационных заголовков, никогда не целовались. Ни в реальной жизни, ни за кулисами, ни даже по-настоящему на экране. Это заявление стало громом среди ясного неба после утечки аудиозаписи, в которой одна из близких подруг Афры с раздражением говорила: «Вы понимаете, они даже не целовались». Все было постановкой. Камера, ракурсы, монтаж. Ни одного настоящего поцелуя. Это был миф, но он работал. Потому что люди хотели верить. Подтверждение этому не заставило себя ждать. В закрытом чате с фанатами один из бывших ассистентов режиссера популярного сериала, где Афра и Мерт якобы влюбились, рассказал, что большинство поцелуев были сняты с использованием обманных углов и постобработки. Они подходили максимально близко, а затем камера меняла ракурс. Настоящего касания губ не было. Всегда была пауза, едва уловимая, но достаточно, чтобы зритель поверил в страсть, написал он. Но почему? Почему пара, которую связывали с таким количеством эмоций, страсти и даже скандалов, никогда не перешагнула черту экранного правдоподобия? Ответ, как оказалось, кроется в тщательно продуманной стратегии. Согласно информации от бывшего пиар-менеджера Мерта, поцелуй был тем элементом, который решено было придерживать до последнего, как главный козырь. Их популярность строилась на ожидании. Люди ждали, когда же это случится. А они только подогревали интерес, совместные интервью, томные взгляды, недосказанность. Они никогда не отказывались от слухов, но и не подтверждали их. Это был виртуозный пиар. Афра, со своей стороны, неоднократно избегала вопросов о химии с Мертом. В одном из интервью она сказала: «Иногда лучше оставить магию недосказанности. Люди сами напишут нужную историю». Никто не придал тогда этим словам значения. Сейчас же они звучат как признание. Мерт тоже не спешил опровергать слухи, особенно после того, как их пара начала приносить им золотые контракты, обложки журналов и многомиллионную армию поклонников. По словам источников из его окружения, он считал эту игру частью своей профессии. Он говорил: «Я актер, и моя роль продолжается за пределами съемочной площадки». Но настоящим поворотом стала недавняя утечка из рекламного агентства, где в контракте, подписанном Афрой и Мертом на одну из компаний, был пункт, запрещающий им публичные поцелуи друг с другом без согласования с брендом. Подписанный еще 2 года назад, этот документ доказывает, что даже в коммерческом контексте их роман был строго контролируемым и рассчитанным на эффект. После этой публикации волна разочарования захлестнула фанатские форумы. «Мы ждали поцелуя 3 года. А они просто играли с нашими чувствами», написал один пользователь. Это все было иллюзией. Даже фотографии постановочные. Их снимали в определенных позах с определенным освещением, чтобы создать видимость близости, утверждает другой. Некоторые поклонники, наоборот, защищают своих кумиров, считая, что в мире шоу-бизнеса такие трюки – обычное дело. Они никому ничего не должны. Они – актеры, и если они так удерживали интерес публики, значит, они мастеры своего дела, пишут самые преданные. Однако скандал набирает обороты. Один турецкий журналист опубликовал серию разоблачений, в которых утверждается, что у Афры уже долгое время были отношения с состоятельным бизнесменом, скрывавшимся от прессы, а Мерт в это же время встречался с начинающей актрисой, имя которой пока держится в тайне. Это объясняет, почему между ними не было настоящей близости, несмотря на всю кажущуюся страсть. Они оба знали, отношения между ними – миф, инструмент, красивая история, идущая рука об руку с контрактами и карьерным ростом. А когда дело касалось реальных эмоций, каждый жил своей жизнью. Интересно, что на фоне этого скандала ни Афра, ни Мерт не сделали ни одного официального заявления.
Возможно, они просто ждут, пока волна утихнет. Или же готовят новый поворот сюжета, еще более громкий и провокационный. Остается только один вопрос. Если все, во что верили миллионы зрителей, было ложью, что же тогда правда? И насколько далеко еще готов пойти дуэт, чтобы остаться в центре внимания? И главное, если они никогда не целовались, то целуем ли мы не тех, кого надо? Если вы все еще не подписались, пожалуйста, подпишитесь на мой канал. Спасибо большое за просмотр моего видео, увидимся в следующем, берегите себя и до свидания.